Приветствую, друзья! Кроме уже двух инкарнаций бестселлеров OH10, у компании ICA есть еще одна крайне любопытная модель High Air C. Выглядит она, я бы сказал, совершенно невзрачно, зато внутри там трудятся целых 5 излучателей, 4 из которых балансные арматуры и динамик диаметром в 10 мм. Из того, что я слушал от данного производителя, они ближе всего подобрались к тем самым хитовым решениям, да и ценник у них очень к себе располагает. О них сегодня и говорим. Собственно, поехали. Пришли наушники в небольшой коробке с изображением героев обзора и перечнем их технических характеристик, где стоит отметить общий импеданс модели, равный 23 Ома, и ее чувствительность в 108 дБ. В комплект нам положили конверт с макулатурой и набор серых силиконовых амбушюр сомнительного качества. Кабель тоже очень спорный, с сопротивлением на каждый из жил равным 0,7 Ома. В общем, кабель я заменил на Redchain от компании ТРН, а насадки на КБ-07. Посадка у чашечек максимально удобная, но смотрятся они, откровенно говоря, скромно. Вся внутренняя часть здесь сделана из пластика, а с внешней стороны установлена металлическая пластина с логотипом производителя. Кстати, сквозь полностью прозрачный корпус можно легко найти все 5 заявленных излучателей. Последний, если кто его не нашел, выглядывает из звуковода. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный по всем параметрам импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,2%, что просто фантастика. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, причем вообще без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 12 дБ с правильным заходом на середину, чуть менее выраженное выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины и классический уже пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего дополнительной парой акцентов нам, так сказать, подчеркнули высокие частоты. На фоне флагманских OH10S настройка у героев обзора кажется намного спокойнее. А если сравнить с 7 Гц Sonus, то при прочих равных у ICA все гораздо интереснее на нижней середине. В целом же все просто превосходно, на уровне лучших решений из этой ценовой категории. Переходя к звучанию, сразу опишу нюанс, который для данных наушников является, на мой взгляд, определяющим. Я говорю о их просто невероятно широкой сцене. Звук словно растянули во все стороны на максимально возможное расстояние. С одной стороны, конечно, вау-эффект тут обеспечен, а с другой, сами источники тоже как бы размазываются в пространстве. То есть мы получаем просто гигантские образы с явно выраженным эффектом расширения стереобазы. Лично меня в том настораживает только один момент. Я вижу, например, в клипе вокалиста, но голос идет не от него, а отовсюду вокруг. Если к музыке есть видеоряд, то это, как говорится, сбивает с толку. Зато работать в наушниках с подобной настройкой просто наслаждение. Ничего не тревожит, не отвлекает, какую стилистику не включи. Если выбираете что-то для фона, то прямо настоятельно их вам рекомендую. Лучше за эти деньги вы точно не найдете. Минус же ситуации в том, что для фильмов, компьютерных игр или мониторинга системы из нескольких сигналов данное решение почти не подходит. Точность позиционирования ограничивается пониманием слева звук или справа, не более того. В остальном все очень сочно, объемно, с неплохим разделением и отличной передачей нюансов.
Техничными в полном смысле этого слова я бы их, конечно, не назвал, но отработка переходных характеристик здесь на весьма достойном уровне. Что и неудивительно, все-таки за середину верха отвечает целых 4 арматурных излучателя. По характеру же герой обзора скорее музыкальный, с приятным таким жирком, легким смягчением на пиках, превосходным балансом и впечатляющей выразительностью. Это именно тот случай, когда ноги сами просятся в пляс, а эмоции буквально зашкаливают. Если бы не нюанс с позиционированием, был бы еще один хит наравне со всем известными OH10 и OH10S. Прямо сверхприятное, насыщенное и чрезвычайно вкусное получилось звучание. По подаче же все крайне масштабно, с явным таким ощущением присутствия, словно находишься в большом концертном зале, а не, например, дома перед компьютером. На уровне ощущений кажется, что звучит все пространство целиком, а не расположенная где-то сцена. Для меня такое слушать было немного непривычно, но сложно отрицать, это очень эффектно. Уверен, поклонников у данной модели будет не меньше, чем у всех известных OH10. По стилистике я бы, наверное, обходил только всякое агрессивное и требующее высокой техничности или пресного мониторного звучания. Все остальное, включая всякие вокально ориентированные жанры – джаз, соул, хип-хоп, танцевальную и не очень электронику и даже некоторые академические вещи вполне смогут раскрыться. Ну, насколько это вообще возможно в данных условиях. В общем, не совсем универсально, но поют наушники реально с душой. И итогом гибридные пятидрайверные наушники IKA Hi-RC удобно сидят, неплохо выглядят, имеют практически идеальную настройку по кривой Хармана 2019 года и просто фантастически музыкальны, с приятной слуху массой, отличной выразительностью и особым таким упором на мелодической составляющей. Ничего нигде не режет, не ярчит и не сыпет, то есть все просто идеально сбалансировано и максимально эффектно. Расстраивает лишь то самое ощущение зала или сильное расширение стереобазы, которое почти исключает точность позиционирования и привносит в звук тот самый эффект surround или звук вокруг. Да, масштабно и очень интересно, а как для фона так вообще гениально, но, положив руку на сердце, немного неестественно. Скажу так, работать в них сплошное удовольствие, а вот играть, смотреть ролики или слушать акустически сложную музыку под некоторым вопросом. Хотя это уже, наверное, вкусовое. Звук здесь практически живой, насыщенный, хорошо сбалансированный и в достаточной степени подробный. Понравится такое может очень многим. А у меня на этом все. Это были наушники IKA Hi-RC. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!